Привет всем! Рад приветствовать гостей и подписчиков моего канала, а также всех садоводов-любителей в этот по обыкновению теплый и солнечный день в городе Астрахань. С сегодняшнего дня у нас в городе установилась аномально жаркая погода, и в течение 5 дней предсказывают до 33-34 градусов тепла. Жаркая и солнечная погода – это, конечно, очень хорошо для нашего будущего урожая, но мы должны подумать и об урожае на следующий 2021 год. Именно поэтому в начале лета, в стадии раннего плодоношения плодовых деревьев, мы применяем технику, которая называется нормировка плодовых деревьев урожаем. В данном случае мы будем рассматривать клоновидные и карликовые яблони, которые растут в моем саду. Таким образом, 6-я часть нашего повествования о выращивании клоновидных яблонь сегодня будет посвящена вопросу нормировки яблони нашим будущим урожаем. Итак, давайте немного подробнее поговорим о том, для чего же нам нужна нормировка яблони урожаем. В качестве примера будем рассматривать клоновидные яблони в моем саду. А также 3 карликовые яблони. Необходимо понимать, что яблоня расходует свои силы и энергию на 4 основных главных направления. Первое – это рост и формирование самой клоновидной яблони. Второе – это силы, которые потрачены на будущий урожай. Третье – это борьба с различными вредителями и болезнями. Ну и четвертое – это закладка плодовых образований на следующий год. Таким образом, мы ни в коем случае не должны перегружать нашу клоновидную яблоню чрезмерным урожаем. Чтобы не повторилась ситуация, какая была в прошлом году, когда вот в серединной части я оставил 20 плодов. И вот видите, что вышло на этот год. Здесь ни одного плода, и все плоды наверху. Таким образом, яблоня поступает мудро. Если мы ее перегружаем урожаем, то на следующий год она дает его меньше или не дает его совсем. Ну и третий вариант, она может его дать, но совершенно в ином месте. В качестве примера я привожу многим людям следующую быль. К скорняку приходит мужчина и спрашивает: можешь ли ты шить мне одну папаху? Он говорит: могу. Он говорит: а вот из этого материала не сможешь ли ты шить 2 папахи? Он говорит: могу и 2. Тогда он спрашивает: а 7 можешь? Он говорит: да будет тебе и 7, приходи завтра и заберешь свои папахи. Мужчина приходит на следующий день, и перед ним папахи, которые умещаются на ладони. Соответственно, также и с яблоней. Вот давайте в качестве примера рассмотрим первую клоновидную яблоню. Ну, как видите, плоды растут немного кучно, и от части плодов нам необходимо будет избавиться. Нормирование производит на стадии грецкого ореха. То есть вот сейчас плоды достигли состояния молодого грецкого ореха. И вот именно на этой стадии можно проводить нормировку яблони. Обратите внимание, вот наш урожай этого года, а вот это наш будущий урожай. Очень много плодовых образований на будущий год. Именно поэтому в начале лета мы как раз должны позаботиться о нашем будущем урожае. При выполнении нормировки должны соблюдаться несколько принципов. Первое – это расстояние между плодоножками плодов должно составлять около 4-5 сантиметров, ну, примерно. Но, как вы видите, в данном случае этот метод не работает, необходимо произвести корректировку. Следующий принцип – на одном соцветии или на одной плодушке должно быть, ну, идеальный вариант – это одно яблоко, но если уже нам очень жалко расставаться с нашими плодами, тогда крайний случай это 2. Вот смотрите, вот соцветие,
или плодушка. Здесь 3 яблока. Раз, два, 3. От одного, но обязательно надо избавиться. Я принимаю решение избавиться вот от этого яблока. Да, конечно, жалко, не хочется, но так получается, что это необходимо сделать, потому что в противном случае, если это яблоко вырастет, оно будет мешать другим яблокам расти. Теперь смотрим, у нас осталось на соцветии одно яблоко, вот оно. Здесь на соцветии тоже одно, вот оно. Здесь на соцветии 2, оставляем 2. Здесь тоже 2, вот раз, 2. Ну, в принципе, второй можно оставить, вот это, конечно, центральное остается. Но я посмотрю, возможно, вот это тоже уберется потом со временем. Так, здесь у нас остается 2, вот видите, раз, 2. Но я не буду удалять вот это, хотя, по идее, его нужно удалить, но оно останется. Вот таким образом, пока вот ситуация такая. Итак, я немного повернулся. Теперь у нас вот следующая картина представила. Вот у нас 2 яблока на одной плодушке. Ну, в принципе, 2 пускай остаются. Так, вот здесь у нас 2. Но вот это уже маленькое, недоразвитое, и мы попросту его удаляем. Так, здесь у нас нормально. Так, здесь у нас раз, два, 3. Вот это 3, вот оно само обломилось. То есть оно недоразвитое. Вот тоже маленькое, видите? Вот оно само обломилось тоже. Возможно, упадут оба, а может быть, одно останется. Давайте одно удалим, одно оставим. Итак, что здесь мы видим? Мы видим то, что вот это вот хорошее яблоко, а рядом его окружают, ну, недоразвитые, которые сейчас сами упадут. Вот оно само практически упало. Итак, мы перешли на вторую колоновидную яблоню. Здесь у нас вот такая картина представила. И скажу вам честно, мне очень не хочется удалять ни одно яблоко. Здесь у нас засилия такого большого плодов нету, поэтому я считаю необходимым оставить эти яблоки. Да простят мне те, кто хотел бы увидеть настоящую нормировку, а в итоге я оставляю плоды. Ну вот один я уберу, вот этот 5, он чуть меньше по размерам, видите? Это яблоко меньше, видите, оно уступает по размерам, соответственно, мы со всей уверенностью можем его удалить. А вот эти 4 плода, они останутся. Ну вот у нас сзади еще у этой яблони немного урожай, вот 5 яблок, видите. Ну, тоже принимаю решение пока оставить все эти яблоки. Вдруг какая-нибудь из них, когда вырастет чуть до больших размеров, отпадет сама. Может, какая-нибудь будет более хилой, чем другие. Поэтому сейчас можно ошибиться. Допустим, вот это яблоко убрать, а может быть, это будет самым сильным из 5. Поэтому здесь тоже торопиться не нужно. Эти яблоки я оставляю. Переходим плавно на третью клоновидную яблоню. Вот такая картина нам открылась. Ну и сразу видно, что вот эти недоразвитые яблоки отпадут сами. То есть я не предпринимаю никаких усилий. То есть это падалица, она упала бы, может, через день, может, через неделю. Ну, а висеть ей тоже не резон, она тоже отнимает некоторую энергию. Вот тоже яблоко. Ему бедному некуда расти, потому что здесь сверху другое яблоко и более крупные размеры. Поэтому вот от этого яблока тоже избавляемся. Но вот такую картину я пока оставлю. Может быть, через пару недель прояснится, и какие-нибудь слабые яблоки сразу дадут о себе знать, и мы от них избавимся.
Ну вот мы отнормировали и третью нашу клоновидную яблоню. Вот у нас интересная яблоня, это сорт Семеренко, сажал в прошлом году. Вот, и здесь неожиданным образом у нас 3 яблока. Вот раз, вот 2, вот 3. Ну и вот которые мелкие совсем, вот это тоже удаляем. Итак, переходим на карликовую яблоню, вот эту самую большую. Ну вот 2 яблока здесь, конечно же, они остаются. Так, идем дальше. Вот раз яблоко, все нормально, 2, 3. А вот здесь на ограниченном участке сразу 5. Ну, конечно, 2 лишних. Вот это вот и вот это одно убираем. Итого осталось 3 плода. Так, здесь у нас по одному. 1, 1, 1, 1. Так, здесь у нас 3, 1 удаляем. Здесь все нормально. 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 В принципе, 1 можно удалить, вот этот. Здесь нормально. Здесь нормально. Так, здесь у нас тоже нормально. Вот этот 1. Он сам падает. Далее переходим вот на карликовую яблоню. Ну, как вы видите, завязалось огромное количество плодов. И в качестве эксперимента несколько соцветий я прорежу. Примерно по одному плоду я уберу. Вот такой нормировкой яблони урожая мы помогаем нашему дереву, в том числе и для того, чтобы заложить плодовое образование на следующий год. Вот еще немножечко освободили яблоню от бремени плодов. Итак, мы сегодня рассмотрели крайне полезную операцию. Это нормирование яблони плодами. Никогда не забывайте об этой процедуре именно в начале лета, в стадии раннего плодоношения плодовых деревьев. Эта полезная во всех отношениях техника позволит нам не перегрузить наше плодовое дерево и добиться оптимального плодоношения на будущий год. На этом с вами прощаюсь. В 7-й части нашего долгого рассказа о клоновидных яблонях я вам расскажу все о верхушечной почке, о том, как ее вести и какое значение она имеет для клоновидной яблони. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.